NeoFX в сотрудничестве с Farragut Films представляет «Звездолет Farragut», основан на сериале Джина Роденберри «Звездный путь». Главные роли озвучивали Джон Броттон в роли капитана Картера, Майкл Бэднер в роли командора Такета, Холли Бэднер в роли лейтенант-командора Смитфилд, и Пол Зибер в роли лейтенант-командора Прескотта. Звездолет Farragut. Энергостанция. Сценарий Томаса Джей Скотта. Журнал капитана. Звездная дата 6050.5. Farragut был направлен в систему Хорус, чтобы разыскать звездолет Азраил, находящийся под командованием капитана Аарона Глена. Азраил изучал инопланетную технологию, недавно обнаруженную далеко за пределами исследованного пространства. Всего за 3 дня до этого всякая связь с Азраилом была полностью потеряна. Наша задача – выяснить причину потери связи и оказать любую необходимую помощь. Капитан, фиксирую корабль на встречном курсе, идет на Варп-6. Определите, кто это. Это корабль Федерации. NCC-517. Это Азраил, сэр. Они выходят из варпа. Рулевой, отключите варп-двигатели. Есть, сэр, переходим на импульсную тягу. Вызовите их. Это капитан Джон Т. Картер со звездолета Farragut. Прием. Проверьте состояние корабля, Арти. Ничего необычного. Нет неисправностей. Жизненные показатели в норме. Капитан Глен, это капитан Джон Т. Картер со звездолета Farragut. Сообщите ваше состояние. Вам требуется помощь? Капитан, Азраил стреляет фотонными торпедами. Они отступают, сэр. Курс 360, отметка 0, варп 6. Лично курс перехвата, мистер Тейлор. Уравняйте скорость. Есть, сэр, преследуем, курс проложен. Начали. Двигатели? Они не отвечают? Инженерная. Смитфилд слушает. Что там у нас, Майк? Кто бы это ни был, они точно знали, куда стрелять. Эта атака лишила нас варпа. Насколько все плохо? На ближайшее время нас вывели из игры, но ничего серьезного. Думаю, смогу вернуть настрой через пару часов. Это Азраил нас обстрелял. Я должен знать зачем. Есть шансы на ускорение ремонта. Я могла бы сократить это время вдвое, если вы будете держаться подальше от моего машинного отделения. Договорились. Доктор Холли, жду вас в зале для совещаний. Арти, мистер Прескотт, пойдемте. Мистер Тейлор, мостик ваш. Всего через 3 дня после начала задания всякая связь с Израилем была утрачена. То, что они встретили нас в открытом космосе, означает, что они все еще получают сообщения Звездного флота. Они знали, что мы прибудем, и подбили нас прежде, чем мы смогли бы достичь Хоруса. Преднамеренное нападение на другой корабль Федерации? Какой в этом смысл? У Глена безупречный послужной список. Он человек с твердым характером. Вы работали с капитаном Гленом раньше, мистер Прескотт? На тренировочном задании, сэр, в Академии Звездного флота. Замечательно. Звездный флот предоставил нам для анализа журналы и данные Азраила за последние 3 дня. На первый взгляд мне показалось, что он не отвечает за свои поступки. Смотрите внимательно, не важно мнение каждого. Журнал капитана. Звездная дата 6047.2. Странные энергетические выбросы, исходящие от 5-й планеты, привели нас к невероятному открытию. Сложные инопланетные устройства на орбите газового гиганта, похоже, связывают атмосферные газы. Эта массивная сферическая конструкция, по всей видимости, использует их в качестве топлива. Предварительные сканирования показывают, что именно эти устройства создают те странные энергетические выбросы, что заполняют систему. Журнал капитана. Звездная дата 6048.4.
Мой анализ инопланетных устройств, окружающих Хорус-5, дает довольно интересные результаты. Все больше и больше я замечаю связь между устройствами на орбите и газами в атмосфере. Если бы я смог получить доступ к внутренним системам этих машин, уверен, что смог бы разгадать их секрет. Я буду продолжать сбор данных и упорно работать по высшему разряду. Наша миссия к Хорусу-5 оправдана феноменальными результатами. Я узнал больше, чем рассчитывал. Все стало таким ясным. Я теперь знаю, в чем моя цель, и я собираюсь проследить, как этот эксперимент будет доведен до полного завершения. Ничто не встанет у меня на пути. Ничто! Это была последняя запись журнала. Что думаете? Если я что-то и понимаю, то это определенно было изменение личности, начиная с усиливающихся признаков стресса и усталости и до навязчивого состояния. Вы заметили его глаза? Они практически светились красным. Не могу сказать, чем это вызвано. Что же сейчас с его психикой? Или остальным экипажем? Никто на этом корабле даже не попытался связаться со Звездным флотом, хотя у них была масса возможностей. Его нападение на Фарагут было спланировано так, чтобы вывести нас из строя, но не уничтожить при этом. Он лишь хочет замедлить нас, не больше. Но зачем? Это инопланетная технология. Похоже, он что-то задумал. Может быть, он просто пытается выиграть немного времени? Но почему такое странное поведение и внезапная одержимость, и резкое угасание интереса к ведению записей? Может быть, причиной стало инопланетное воздействие? Хотите сказать, мы что-то просмотрели в журналах? Ну, я думаю, что он бы многое отдал бы за возможность установить контакт с инопланетянами. Но я скорее склонен считать, что именно то необычное излучение может быть причиной его состояния. Что может стать опасным и для Фарагута, как только мы достаточно приблизимся. Я хочу, чтобы вы изучили все эти журналы и связанные с ними данные поподробнее. Посмотрите, что удастся найти, прежде чем мы приступим. Мистер Прескотт, введите своих людей в курс дела и приготовьте их к тому, что нас могут встретить враждебно. Возможно, нам придется подняться на борт Азраила и захватить его. Так точно, сэр. Доктор, вы можете помочь командору Такету в анализе этой энергии. Проверьте, есть ли опасность для нас и что можно сделать, чтобы противодействовать ее влиянию. Да, сэр. Все свободны. Помните, что перед нами корабль Звездного флота и его экипаж. Атака на Фарагут была лишь ради того, чтобы лишить нас варпа. Других повреждений они не причинили. Но насчет экипажа нельзя сказать что-то определенное. Что бы ни руководило их действиями, оно остается неизвестным, но, похоже, его воздействие усиливается. Я рассчитываю, что каждый из вас будет держать эмоции под контролем и сдерживать любые странные позывы, чтобы вам не почудилось. Капитан может приказать нам взять Азраил под контроль. Это значит, что мы остаемся в состоянии красной тревоги. Можете быть свободны. Было честью служить под вашим командованием, капитан Гленн. Я никогда не забуду свое первое тренировочное задание. Я многому вас научился. Я с нетерпением жду нашей новой встречи, чтобы поблагодарить вас за время, уделенное мне в Академии. Ну как продвигается, мистер Головый? Почти все готово, сэр. Просто еще чуть... Ай! Вы в порядке? Да, сэр. Просто слегка зазевался. Когда я тут совсем закончу, капитан Гленн лично ответит мне за все это. За повреждение варп-двигателя или за мой удар током? За все. Кажется, надо вот так. И в рекордные сроки. Инженерная мостику. Мостик на связи. Мы снова в строю, капитан. Готовы к полному варпу по вашей команде. Спасибо, Майк. Мистер Тейлор, проложите курс к системе Хорус. Варп 6. Курс проложен, сэр. Вперед.
Журнал Капитана. Звездная дата 6050.8. По дороге к системе Хорус мы были перехвачены и неожиданно обстреляны Азраилом. Атака была намеренно организована так, чтобы вывести из строя наш варп-двигатель, что, по нашему мнению, должно было задержать наше прибытие к пятой планете. После достаточно быстрого ремонта мы вернулись на прежний курс и сейчас достигли Хорус-5. Азраил сохраняет позиции у газового гиганта и никак не отреагировал на наше прибытие. Увеличить. Удивительно. Поразительно. Анализ RT. Эти устройства, похоже, используют всю планету в качестве источника топлива, создавая этот странный вид энергии, который я не смог идентифицировать. Часть остаточной энергии покидает гравитационное поле планеты, пронизывая как Азраил, так и Фарагут. А наши щиты? По-видимому, они не способны блокировать эту энергию. Чем это, по-вашему, нам грозит? Неизвестно. Это не похоже ни на что, с чем мы сталкивались раньше. Наши сенсоры не показывают ничего такого, чего бы мы еще не подвергли анализу в пакете данных от Азраила. Я боялся, что так и будет. Вызовите Азраил. Дайте мне знать, если они ответят. Фарагут Азраилу. Вы меня слышите? Сэр, я что-то слышу, то есть кого-то, но... Что такое? Этот человек приказывает нам немедленно покинуть систему. Свяжите меня. Азраил, это капитан Джон Т. Картер, USS Фарагут. Что у вас происходит? Это коммодор Шейла Джонсон, USS Азраил. Поскольку я старше вас по званию, да и, честно говоря, умнее и сильнее, сим я приказываю вам мчаться со всех ног из этой системы, пока я не приняла меры, чтобы уничтожить ваш корабль. Коммодор кто? Слушайте, меня не волнует, что вы там о себе думаете. Немедленно соедините меня с капитаном Гленном. У вас есть 10 минут, чтобы выполнить мой приказ. Конец связи. Может, я ошибаюсь? Но я не могу припомнить никакого коммодора Джонсон с Израиля. Да, сэр. Однако есть упоминание об офицере связи Мичмане Шейли Джонсон. Мичмане? Капитан. Щиты Азраила опущены. Довольно странно для корабля, собирающегося нападать. Есть ли возможность установить положение капитана Глена? Я мог бы, если бы у нас был доступ к его медицинским записям. Группа узкополосных сенсоров способна выделить уникальную биосигнатуру. Эти записи можно найти в базе данных Азраила. Я должен как-то получить доступ, перекрыв их командные коды. Если они закрыли доступ вообще. Что ж, давайте попробуем. Доступ разрешен. Компьютер. Скопировать медицинские записи капитана Аарона Глена и передать их в массив корабельных сенсоров. Работаю. Задание выполнено. Тебе и карты в руки, Арти? Засек его. Он в научной лаборатории палубы 5. Майк, явись на мостик. Мы отправляемся на Азраил. Ты за главное. Мистер Прескотт, жду вас транспортаторно вместе с одним из ваших людей. Вам не кажется, что здесь слишком жарко, капитан? Здесь, наверное, больше 40 градусов по Цельсию. Нарушители! Взять их! Фазеры на оглушение. Зови охрану. Не действуй. Сильное оглушение. Вы видели их глаза? Скорее всего, это именно энергия Хорус-5 является причиной такого поведения внешнего вида. И скоро она подействует и на нас. Так не будем же терять время. Давайте найдем Глена и получим кое-какие ответы. Командор, мы получили еще одно сообщение от якобы коммодора Джонсон. Мне на него ответить? Нет. Сохраняйте радиомолчание, пока Джек и его команда на борту. Мистер Теллин, есть ли перемена в состоянии Азраила? Нет, сэр, только... Секундочку. Это странно. Что такое? Я не уверен. Мои приборы, похоже, взбесились. Я фиксирую сильные флуктуации нашего положения. Только что мы в точности там, где и должны быть.
И тут же мы совершенно в другом месте. Это не у вас одного. У меня тоже здесь странные показания. Каждый раз, когда я пытаюсь их устранить, они просто исчезают. Смитфилд Голуэй. Голуэй слушает. Что у вас там происходит? У нас серия сбоев в работе приборов. Я фиксирую множество отказов в работе первичных, вторичных и третичных систем. Но они спонтанные. Появляются и исчезают. Запустить диагностику всех систем. Я хочу узнать, почему мой корабль ведет себя так. Диагностика тоже не работает. Мне нужна ваша помощь, или скоро откажет из системы жизнеобеспечения. Уже иду. Мистер Тейлин, мостик ваш. Ух ты. Что это сейчас было? Ни малейшего понятия. Каждый раз, когда я пытаюсь настроить одну систему, другая отключается. Так мы ничего не добьемся. Согласна. Давайте переключим все системы и переведем их под ручное управление. Все некритичные системы мы поставим на минимальное энергообеспечение и зафиксируем их настройки. Ладно, попробуем так. Ну, похоже, это сработало. По крайней мере, пока. Поздравляю, шеф. Спасибо. Только не слишком расслабляйтесь. Я хочу, чтобы вы постоянно наблюдали за всем. Сообщайте мне обо всем необычном. Я буду на мостике. Есть, сэр. Почему же я не могу разобраться? Все же здесь. У меня же есть все, что нужно. Я должен понять. Должен. Капитан Гленн? А вы... Картер, сэр. Капитан Джон Ти Картер, USS Фрагут. Не припомню, чтобы звал вас сюда. Вы не хотите объяснить, почему вы обстреляли мой корабль? Чушь. Я ни в кого не стрелял. И я настоятельно предлагаю вам покинуть мой корабль до того, как я лично не разобрался с вами. Что за большой эксперимент такой? Что вы здесь делаете? Вам этого не понять. Арти? Он зациклился на этих устройствах с орбиты Хороса-5. Похоже, они являются частью группы согласованно работающих машин. Но я не знаю, что они делают. Ну все, хватит, Гленн. Вы передадите командование моему шефу службы безопасности и спокойно пройдете со мной на Фрагут. Затем Израил проследует за вами прочь из системы. Убирайтесь. У меня здесь важное исследование, меня нельзя отвлекать. Позвольте мне попробовать, сэр. Капитан Гленн, это я, Генри Прескотт. Академия Звездного флота, учебное задание на Альтаир-6. Вы были тогда моим командиром. Мое единственное задание в том, чтобы разгадать эту тайну. Меня не волнует, кто вы там такой. Мистер Прескотт, капитан Гленн помещается под арест. Возьмите его под стражу, пожалуйста. Есть, сэр. Капитан Гленн, пожалуйста, пройдемте со мной. Я не пройду никуда. Сожалею, мистер Прескотт. Я понимаю, что вам, наверное, нелегко видеть бывшего командира, ведущего себя так. Да, сэр. Это так. Давайте отправим его на Фрагут и попробуем во всем этом разобраться. Куда вы нас ведете? На Гауптвахту, куда же еще? Давайте, мистер Прескотт.
Хорошо стреляете, командор. То, что я ученый, не значит, что я не могу справиться с фазером. Спасибо, Арти. Картер слушает. Просто проверяет, Джек, у вас там все в порядке? Уже да. Был небольшой инцидент, но теперь все под контролем. Передайте доктору Холли, чтобы ждало 3 срочных пациентов. Сэр, капитан Гленн скрылся. Наверное, он скользнул, пока мы разбирались с охранниками. Поправка. Ждать 2 срочных пациентов. Мы скоро вернемся. Конец связи. Что думаете, Арти? Рука ваша, вам и решать, как сыграете. Меня куда больше волнует то, что Гленн прячет в рукаве. Сейчас некогда разыскивать его. Мне нужно, чтобы вы начали анализ его данных по этим машинам. Судя по тому, что мы видели, у нас не так много времени. Уже работаю. Мистер Прескотт, подозреваю, что нам придется реализовать тот план силового захвата, который мы обсуждали. Давайте проверим ваших людей и вернемся на Фаррагут, чтобы вы смогли подготовить команду. Хорошо, сэр. Вам не кажется, что здесь прохладно? И правда похоже, кто-то слегка убавил температуру? Компьютер, увеличить температуру на 10 градусов. Почему, по-вашему, эти охранники вели себя так странно? Именно это я и пытаюсь понять, Мичман. А теперь, если вы закончили задавать вопросы, то, может быть, вы поможете мне с анализом данных? Может быть, но как-то не хочется. У меня вообще-то сегодня должен был быть выходной. Вы что, отказываетесь выполнить прямой приказ командира? Какой еще приказ? Вы сказали, что я, может быть, мог бы вам помочь. Ну так я, может быть, не хочу. И правда, формально вы не отдали ему приказ. Не думаю, что я дальше буду вам помогать. Вы без меня хорошо справляетесь. Что? То, что слышала? Мичман, вы отстранены и будете находиться в своей каюте. Отлично, посмотрим, как вы справитесь без меня. Что у вас, Арти? Судя по вашему тону, это что-то очень важное. Так и есть же. Ну давай, рассказывай. Но хоть в одном мы были точно правы. Эти устройства извлекают газы из атмосферы и используют их в качестве своего рода топлива, что превращает всю планету в гигантскую энергостанцию. Да боже ж мой, кому может понадобиться такой огромный генератор? Мой анализ указывает на целый ряд возможностей, таких, о которых я никогда и не мечтал, таких, которые могли бы навсегда изменить и звездный флот и человечество. Я не понимаю. Тут кое-что еще. Капитан Гленн сумел установить удаленное подключение к генераторам и теперь пытается их активировать. А он может? У него хватит для этого знаний? Только не в таком состоянии. Думаю, есть ли нулевая вероятность того, что он подберет верную комбинацию, но это вряд ли. А если он попытается, последствия будут катастрофическими для всего в пределах парсека от этой системы. Это все, что мне нужно знать. Крайне важно, как можно скорее убрать оба корабля подальше от этой системы. Нет! Нет? Мы пока не можем уйти? Почему? Может, Гленн не сможет активировать это устройство как надо, но я уверен, что я смогу. Я должен. Мы сможем получить невероятные научные знания. Мы не можем так рисковать. Я ни за что не упущу такую возможность, Джек. Это то, для чего я рожден. Причина, по которой я в первую очередь ученый. Я должен это увидеть. Мы установим контроль над Израилом, после чего оба корабля покинут систему как можно скорее. Этот эксперимент закончен. Это приказ, мистер Такер. Нет, я вам не позволю. Да вы послушайте себя, посмотрите на себя. Это же не вы, Арти. Придите в себя. Простите, я не знаю, что на меня нашло. Похоже, я не вполне себя контролировал. Все это проклятая планета. Нам надо выбираться отсюда немедленно. Картер вызывает Прескотта. Прескотт на связи. Отправьте в транспортаторную группу охраны, побыстрее, вооруженных и готовых. Транспортаторная. Приготовьтесь отправить по команде группу охраны на мостик Азраила. Здесь как-то прохладно, что ли? Сэр. Азраил поднял щиты. Подтверждаю. Похоже, Гленн еще не полностью утратил связь с реальностью. Лейтенант Тейлор, куда это вы собрались? Прервусь ненадолго. Пора выпить чайку и немного перекусить. А вам-то что до того? Немедленно вернитесь на свой пост, мистер. Простите, сэр. Я и правда не знаю, что на меня нашло. Мистер Тейлор, мне нужен прецизионный удар по Азраилу. Минимальный урон, ровно настолько, чтобы сбить их щиты. Как только они отключатся, немедленно прекращайте огонь. Используем только маневровые двигатели. Выходим на позицию, сэр. Уклоняйтесь. Я не справляюсь, сэр.
Это слишком сложно. Соберитесь, Тейлин. Продолжайте атаку. Джек, я фиксирую нарастание энергии у планеты. Я в курсе, Роберт. Может кто-нибудь сделать здесь потеплее, это мне никак не сосредоточится. Щиты Азраила опущены. Транспортаторная, приступайте. Это Азраил. Они опять стреляют фазерами и фотонными торпедами. Щиты на 60%. Продолжайте маневрировать. Не открывать ответный огонь. Просто не дайте нас подбить еще хотя бы несколько минут. Что вы здесь делаете? Джонс, доставьте этих нарушителей на гауптвахту. Орудия Азраила отключились. Картер Прескотту. Прескотт слушает. Я полагаю, что экипаж Израиля был не очень склонен к сотрудничеству. Да нет, сэр. Они готовы сотрудничать. Хорошо, не задерживайтесь там. Заставьте корабль двигаться и следуйте за нами из этой системы. Да, сэр. Энергия почти достигла максимума. Уводите нас отсюда. Варп-фактор 6. Журнал капитана. Дополнение. Пережив огромный взрыв планеты Хорус-5, капитан Гленн готовится к отбытию. Его задача — продолжить разведку остатков этой системы. Звездный флот надеется, что это прольет свет на ряд тревожащих вопросов. Еще раз спасибо за то, что вытащили меня оттуда. Я чувствую себя довольно глупо. Чуть было не довел всех до смерти из-за какой-то одержимости. Доктор Холли уверена, что вы и ваша команда не несете ответственности за ваши действия. И все же она не сумела найти никаких медицинских причин нашего состояния. Мы все в той или иной степени подверглись воздействию той инопланетной технологии. И вы, мистер Прескотт. Я что-то не припомню, что у вас были какие-то трудности. Особенности моей подготовки должны были позволить мне удержать себя под контролем. Однако, мое поведение в лаборатории, похоже, свидетельствует об обратном. Что ж, так или иначе, но мы все прошли через это. Да. Капитан Гленн, я прошу прощения за то, что произошло на мостике Азраила. Надеюсь, вы не изменили мнение обо мне к худшему. Вовсе нет. Вы снова показали вашу исключительную преданность долгу. Кроме того, сейчас все произошедшее кажется какой-то фантасмагорией. Благодарю вас, сэр. Жаль, только твоя Смитфилд не смогла к нам присоединиться. Я давно уже хотел познакомиться с ней. Не думаю, сэр, что вас бы обрадовала эта встреча. Она все еще сидит в машинном отделении, пытаясь исправить повреждения, вызванные, как она считает, вами. Последний раз я слышал, как она бурчала себе под нос что-то, включавшее ваше имя, и такие слова, какие еще поискать надо. Войдите. Только не говори мне, что забыл про наш вечер покера в пятницу. Ну, если по правде... Забыл. Знакомый взгляд. Тебя определенно что-то беспокоит. Как и нас всех. Мы стали свидетелями демонстрации невероятной мощи и гениального мастерства. Мне до смерти любопытно, есть ли еще фрагменты этой необычной инопланетной технологии. Я поставил на то, что есть. Но куда более любопытно, так это то, для чего все это использовалось. Когда ты требовал активировать устройство, ты, кажется, был близок к какому-то прозрению. Ну, теперь это как сон. Ну, знаете, во сне самые нелепые вещи кажутся совершенно логичными, но проснувшись, вы уже как ни пытаясь, не видите в них ни малейшего смысла. То, как мои системы в инженерной сейчас работают, больше похоже на сон, чем на реальность. По крайней мере, мне бы так хотелось.
Ну, Прескотт считает, что это было чем-то вроде супероружия. Но я склоняюсь к тому, что оно имело более позитивную цель. Хорус-4 находится на достаточном расстоянии от Солнца и с некоторой помощью мог бы быть терраформирован в маленькую миленькую обитаемую планету. Все, что потребуется, это хороший дополнительный источник энергии, чтобы поддерживать идеальную для планеты класса М окружающую среду. Весьма логично, хотя и не романтично. Я бы вообразил, что эта энергия используется для питания огромного телепортационного устройства, которое могло бы перенести всю цивилизацию на другой край известной вселенной. Как запредельная миссия первого контакта.